Наконец, длительная тизерная кампания закончена. Mercedes-Benz перестал выдавать информацию крошечными порциями и официально представил флагманский седан S-класс 7-го поколения W223. Автомобиль стал больше и просторнее, сменил шасси, получил новую внешность, систему, угадывающую желания водителя, проекционный дисплей с дополненной реальностью и шикарный интерьер с огромным вертикальным экраном мультимедийной системы в стиле Tesla. У модели появилось очень много крутых особенностей. Из этого видео вы узнаете все подробности о новом седане S-класс. Mercedes-Benz S-класса является ориентиром, на который равняются конкуренты. Благодаря флагману Mercedes автомобильная индустрия получила ABS, подушки безопасности, доводчики дверей, систему стабилизации, адаптивный круиз-контроль, систему ночного видения и многое другое. Обо всем этом я рассказывал ранее в видео, посвященному истории создания Mercedes-Benz S-класса. Посмотреть его вы можете по подсказке в правом верхнем углу или в конце видео. Ну а флагман нового поколения с индексом W223 может удивить не только автомобильную индустрию, но и передовой мир цифровых технологий. Но об этом чуть позже. Давайте начнем с дизайна. Казалось бы, S-ка сохранила классические пропорции с длинным капотом, коротким передним свесом и большой колесной базой. Но на самом деле поменялось все. Команда во главе шеф-дизайнера Гордона Вагенера добавила несколько внешних особенностей. Например, фонари треугольной формы. Кроме того, S-класс стал первым Мерседесом с выдвижными дверными ручками, которые при движении автомобиля утапливаются в кузовные панели, образуя абсолютно ровную поверхность на боковине автомобиля. Вопреки слухам, S-класс все же сохраняет физические наружные ручки под естественный хват. Модные выдвижные будут предлагаться как отдельная опция. А в зависимости от типа ручек будут различаться и панели дверей с выштамповками под ладонь и без. Впрочем, помимо стиля, это решение здорово работает и на аэродинамику машины. С ними коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего лишь 0,22. Это рекордно низкий показатель для серийных полноразмерных автомобилей. Ну а среди прочего можно отметить, что это положительно влияет и на расход топлива. В передней части дизайнеры отошли от традиционной пятиугольной решетки радиатора. На новом S-классе она семиугольная, поскольку верхние концы сделаны усеченными. А ламели решетки на W223 выполнены трехмерными. Кроме того, S-класс получил полностью диодные фары и задние фонари. Среди вариантов оптики теперь есть головной свет Digital Light, содержащий 1 300 000 подвижных микрозеркал в каждой фаре, способных не только менять форму светового пучка, но и проецировать на дорогу предупреждающие символы и вспомогательную маркировку. Габаритная длина базовой модели составляет 5179 мм, плюс 54 мм по сравнению с предшественником. Ширина 1954 мм, плюс 55 мм, высота 1503 мм, плюс 10 мм, а размер колесной базы составляет 3106 мм, плюс 71 мм. Объем багажника 550 литров, плюс 20. Длиннобазный вариант больше на 76 мм по сравнению с обычным седаном и на 34 мм по сравнению с предшественником, 5255 мм. Размер колесной базы этой версии составляет 3216 мм, плюс 51 мм. S-класс построен на новой версии модульной платформы классической компоновки, которая впоследствии достанется и другим крупным Мерседесам. Одна из ее главных особенностей – расширенное применение унифицированных узлов и компонентов. Кузов более чем на 50% сделан из алюминиевого сплава. Доступно опциональное полноуправляемое шасси, в котором задние колеса на малых скоростях поворачиваются на угол до 10 градусов в сторону, противоположную передним. И до 4,5 градуса на скорости выше 60 км в час задние колеса поворачиваются не в противоположную, а в ту же сторону, что и передние, для повышения стабильности. В итоге диаметр разворота удалось уменьшить на 2 метра. В базе у автомобиля обычная пневмоподвеска, а активная гидропневматическая подвеска и Active Body Control – опция.
Работает она от 48-вольтовой системы. Она умеет не только подстраивать параметры амортизаторов на каждом колесе по отдельности, но и приподнимать кузов на 8 см за долю секунды при угрозе бокового удара, рассчитывая, чтобы удар пришелся в более прочный порог. Полсотни электронных компонентов модели умеет обновлять свой софт по воздуху. К известным в индустрии подушкам безопасности добавлены фронтальные для второго ряда. Это будет опция для длиннобазной версии. Во время серьезных лобовых столкновений задняя подушка безопасности может значительно снизить нагрузку, действующую на голову и шею пассажиров, пристегнутых ремнями безопасности. Во второй половине 2021 года на S-классе станет доступен автопилот Drive Pilot 3-го уровня, позволяющий водителю заняться своими делами, например, серфить по интернету или читать электронную почту. Автомобиль умеет парковаться сам без водителя в салоне, в том числе готов к работе со специально оборудованными безлюдными стоянками. Дизайн нового S-класса пережил эволюцию, но в салоне произошла революция. На S-классе дебютировало второе поколение системы MBUX. Здесь оно интегрировано в огромный сенсорный дисплей вертикальной ориентации, в который заложено управление практически всеми функциями автомобиля, а виртуальная приборка на 12,3 дюйма теперь стоит отдельно. Мультимедийная система MBUX второго поколения – это вертикальный тачскрин диагональю 12,8 дюйма, который полностью заменяет привычную центральную консоль. В него зашито управление музыкой, микроклиматом и другими функциями автомобиля, в результате чего салон S-класса лишился 27 физических кнопок. Интерфейс MBUX нового поколения обладает большими возможностями по персонализации настроек. Он распознает хозяина по лицу, голосу и отпечатку пальца, беседует с ним. При этом ему доступны жесты и движения не только водителя, но и пассажиров. Седан может принимать данные с фитнес-браслета владельца и учитывать качество сна для подбора настроек систем комфорта. Обладателю S-класса не нужно подгонять кресло, зеркало и руль под себя. Следует всего лишь сообщить цифровому ассистенту свой рост, а машина установит оптимальные параметры. Но это еще не все. MBUX понимает голосовые команды на 27 языках, а система перед началом движения может предупредить, что камера в салоне обнаружила установленное детское кресло, не пристегнутое ремнем безопасности. При движении назад электроника заметит поворот головы водителя и автоматически опустит солнцезащитную шторку. Чтобы открыть секцию панорамной крыши, можно будет просто взмахнуть рукой. Система MBUX может отвечать на вопросы об автомобиле, понимает косвенные команды, например, «мне жарко» или «я устал», и может управлять системами умного дома. У 4-зонного климат-контроля 17 режимов работы для пассажиров спереди и 20 для седаков сзади. Кресла с 19 электродвигателями для регулировки в более чем 8 плоскостях оснащены не только функцией подогрева и вентиляции, но и массажа. В списке опций седана появится 4D аудиосистема Burmeister с 30 динамиками. Звук аудиосистемы можно настроить для каждого посадочного места отдельно. Кроме того, за амбиентную подсветку салона отвечает более 250 светодиодных элементов. Они также отвечают за работу функции Energizing, которая при помощи освещения, ароматизаторов и музыки создает разное настроение в салоне автомобиля. Подсветка может визуализировать речь бортового ассистента, подавать сигнал красного цвета в случае срабатывания системы экстренного торможения или удержания в полосе, а также при попытке открыть дверь в опасной близости от проезжающего мимо автомобиля или велосипедиста. Общее число экранов в интерьере выросло до 6. Помимо приборов и мультимедийки, это 2 экрана для пассажиров заднего ряда. Небольшой сенсорный планшет в центральном подлокотнике, его можно достать из гнезда и использовать в виде отдельного устройства. И проекционный дисплей перед водителем. Цифровая приборка демонстрирует трехмерное изображение без наличия 3D-очков, так как отслеживает положение глаз водителя. Проекционный дисплей у седана доступен в 2 вариантах. Старший с дополненной реальностью показывает на фоне местности крупные подсказки навигации, например, анимированные стрелки перед поворотом. На данный момент для седана анонсированы лишь 4 шестицилиндровых двигателя.
2 бензиновых и 2 турбодизеля. Хотя чуть позже под капотом Мерседеса появится и V8, и даже V12. Кроме того, свет увидит 2 модификации S-класса от подразделения AMG, одна из которых окажется даже гибридной. Помимо этого, в следующем году появится подзаряжаемая гибридная версия S-класса, которая при полном заряде батареи сможет исключительно на электротяге преодолевать до 100 км. Что же касается текущей линейки, то под капотом базовой модификации S350D устанавливается надувная шестерка на тяжелом топливе объемом 3 литра, которая выдает 268 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. На ступень выше стоит версия S400D, которая при схожем рабочем объеме за счет иной программы управления развивает уже 330 сил и 700 ньютон-метров. Бензиновые версии уже идут в исполнении так называемого мягкого гибрида. Это когда в связку двигателя и трансмиссии интегрирован электрический мотор-генератор, который обеспечивает дополнительную тягу. Такая система у Mercedes имеет фирменное обозначение EQ-Boost. Начальная бензиновая версия S450 оснащается рядной турбошестеркой, отдачей 367 лошадиных сил и 500 ньютон-метров. Еще 22 лошадиные силы кратковременно добавляет система EQ-Boost. Стоящая на ступень выше версия S500 также оснащается рядной надувной шестеркой мощностью 435 лошадиных сил. Ей тоже помогает 22-сильный электромотор системы EQ-Boost. Все двигатели нового S-класса сочетаются с 9-ступенчатым автоматом 9G Tronic, а тяга на колеса передается при помощи фирменной полноприводной трансмиссии 4MATIC. Базовая модификация S350D может предлагаться и в заднеприводном исполнении. В Германии новый S-класс появится в продаже в середине сентября. Сборка машин налажена на новом заводе Factory 56 в Зиндельфингене. В России новый S-класс появится в первом квартале 2021 года. Что вам больше всего понравилось в новом Mercedes S-класса? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.